Всем привет, дорогие зрители, подписчики, а также гости моего канала. Продолжаем тему виноградных подвоев. Речь сегодня пойдет о виноградном подвое Берландерии рипария Телеки 5C. Также данное видео будет состоять из тайм-кодов. В первой части истории создания данного подвоя, во второй части ампелографические признаки и в третьей части особенности данного подвоя. Берландерии рипария Телеки 5C хорошо распространен и достаточно известный во всем мире. Данный виноградный подвой Телеки 5C также самое происходит из тех семян, которые Зигмунд Телеки высадил еще в далекие 1896 года. Получив 10 килограмм семян, он высадил 40 тысяч саженцев. После нескольких лет наблюдения и селекции отобрал примерно около 3000 и их распределил в 10 категорий. После Зигмунда Телеки его дело продолжили его дети. Вы здесь можете видеть фотографию, как братья Телеки на тот период выращивали подвойные сорта. То есть делая пирамидальные такие формировки, примерно около 6 метров высотой, и вот таким вот образом они выращивали подвойные сорта в промышленных масштабах. На тот период с достоинством был оценен все положительные качества подвойных сортов Телеки, и все больше и больше компаний, которые создали братья Телеки, получала популярность и расширялась. И начали импортировать и вывозить, скажем так, в другие страны очень много различных подвойных сортов. Не только в европейских странах, но и далеко за его пределами. Так вот, к 1922 году Александр Телеки, наблюдая за пятой группой подвойных сортов в своем питомнике, обратил внимание на один подвойный сорт, который отличался от других. А отличался тем, что у него молодые листья были более зеленого оттенка. Имея такую же самую большую силу роста, отличался от других тем, что у него лоза быстрее вызревала. Он выделил данную группу и высадил отдельно в питомник. И дальше начал распространять его по всему, скажем так, миру, по другим странам. Примерно в то же время в Германии, в институте виноградарства Гейзенхайм, на тот период выглядел вот таким вот образом, его директор Генрих Бирк изучал винный сорт винограда Рислинг. Он искал к нему подвойный сорт, чтобы он обладал всеми достоинствами Кобер 5ББ, также самый подходящий практически любым типом почв, но в отличие от Кобера 5ББ, чтобы не вызывал осыпания гроздей в период цветения у такого винного сорта, как Рислинг. И к 1930 году он поехал в Виланию к братьям Телеки. И на тот период они, наблюдая за данным подвоем, Генрих Бирк был очень поражен и удивлен, так как данный подвойный сорт обладал большой силой роста и с хорошей, скажем так, более быстрым вызреванием черенков на данном подвое. Они с Александром Телеки выделили примерно 10 по морфологическим признакам похожих саженцев и отправил в институт в Гейзенхайм. В Гейзенхайме начали дальше наблюдать за данными подвоями, и примерно к 1936 году из 10 саженцев было выделено всего 2 группы, 6 и 10 тип. То есть 2 типа были выделены, и в дальнейшем наблюдали, изучали, создавали все больше и больше различные клоны. И к 1975 году провелся в Германии, скажем так, один из последних стадий изучения данного подвойного сорта. А суть заключалась в том, что проверяли на устойчивость к корневой форме филоксеры, а также проверяли его на аффинитет, то есть на срастаемость. И к 1982 году было выделено 7 официальных клонов Телеки 5C. Я на экран выведу, вы можете посмотреть и ознакомиться с данными клонами. Если смотреть, только в Германии официально зарегистрировано 7 клонов Телеки 5C. Так же самое в других странах
данные клоны получали различные названия или же различные номерные значения. Это то, что касается истории создания данного подвоя. Давайте подойдем к виноградному сорту Телеки 5С и посмотрим на ее ампелографические признаки. Ампелографические признаки Телеки 5С в книге описаны следующим образом. Здесь видим на фотографиях, он имеет мужской тип цветка. Взрослые листья выглядят следующим образом. Молодые листья у него такие зелено-желтоватого цвета. Также самое вот здесь видим взрослый лист. А здесь описаны все его ампелографические признаки данного подвойного сорта. Давайте посмотрим на его характеристики на одном из побегов. Посмотрим на ампелографические признаки на виноградных листьях Телеки 5С. Давайте возьмем побег. Для того, чтобы определить и рассмотреть виноградные побеги, даже в пределах одного побега листья друг от друга отличаются. Поэтому нужно брать хорошо сформированный виноградный лист, который будет находиться начиная от 8 узла, так как только такие листья отвечают всем своим показателям, по которым можно будет идентифицировать. Видим, у него черешковая выемка U-образная. Также самый лист у него имеет средних размеров, округлой формы, с ярко выраженными 3 лопастями. Также самые краевые зубчики на концах лопастей вытянутые в острие, а краевые зубчики, которые находятся на краю листовой пластинки, такие треугольные. То есть основание у него примерно равно его вершине. Также самое имеет зеленые жилки. С нижней стороны они не окрашиваются. Это то, что касается взрослого листа. Также самое я сделаю фотографию и рядом в окошечке вставлю виноградный лист в полный размер, чтобы вы могли его хорошенько рассмотреть. Данный сорт является достаточно сильно рослым. У него междуузлие составляет примерно 17-20 сантиметров. С солнечной стороны окрашивается в красный цвет, а со стороны, скажем так, с брюшной стороны, который не обращен к солнцу, имеет вот такой вот зеленый цвет с ярко выраженными междуузлями. Междуузлия у него такие вот более окрашенные. Также самый побег имеет ребристую форму, который вот выглядит вот следующим образом. Да, вот здесь вот видно ребра. Здесь вот поближе можно посмотреть ребристую форму. Также самая верхушка у него побега полуоткрытая. Выглядит следующим образом. Молодой лист у него такой светло, такой зеленовато-желтого цвета. Усики состоят преимущественно из 3 частей. Также самое данный виноград имеет мужской тип цветка, очень обильно цветет, образует много соцветий, но после цветения она опадает, то есть никогда не образует грозди. Это то, что касается ампелографических признаков данного подвойного сорта Телеки 5С. То, что касается особенностей данного подвоя, Телеки 5С подходит практически ко всем типам почв, достаточно себя хорошо чувствует, имеет хорошую развитую корневую систему, мощную, за счет этого имеет большую силу роста. Данный подвойный сорт не рекомендуется к холодным, переувлажненным, тяжелым почвам, так как на таких почвах есть риск возникновения хлороза, так как устойчивость к активной извести по шкале Галле по различным данным она разнятся. Я встречал и 14%, и до 20%, но в целом считается устойчивость к извести средней. Также самое данный подвойный сорт считается устойчивость к засухе средней, устойчивость к корневой форме филоксеры отличная. Также самый данный подвойный сорт хорошо себя ведет и на настольных прививках. У него хорошая укореняемость, также самый аффинитет, срастаемость с многими привойными сортами получается хороший. Также самый данный подвойный сорт, можно сказать, специально создано для сортов, которые капризны в период цветения. То есть в период цветения есть риск осыпания гроздей. Также самый данный подвойный сорт обладает большой силой роста. Привойные сорта, которые на него прививаются, за счет этого приобретает динамику роста большую.
и за счет этого у него ягоды увеличиваются и грозди, за счет этого в целом вырастает и урожайность. Так же самое, если взять силу роста данного подвоя, она находится примерно между Кобером 5ББ и Рипари Рупестрис 101.14. В целом данный подвойный сорт будет себя прекрасно чувствовать на каменистых почвах, то есть легких, теплых каменистых почвах. Это на самом деле достаточно хорошо известный подвой. Все данные в интернете вы можете прочитать, все показатели есть. Это все, что я хотел рассказать. Всем пока, до новых видео.